Как у меня много сегодня полезной информации для вас про банковскую систему в Швеции, как работают банки. Смотрите, что у меня для вас есть. 3 диджипасса из 3 разных банков. Зачем они мне? Давайте я вам сегодня все об этом и расскажу. Поехали! Ну а прежде чем переходить к, собственно, диджипассам, вот этим новомодным игрушкам, давайте, собственно, начнем с того, что вам нужно сделать, чтобы открыть банковский счет в Швеции. Конечно же, зарегистрироваться в налоговой системе, получить свой ИНН в налоговой службе. Это занимает примерно месяц. После этого, для того, чтобы пользоваться всем спектром банковских услуг, необходимо получить ID шведский. Чтобы получить шведский ID, необходимо находиться в Швеции легально, соответственно, получить статус свой официальный от миграционной службы в Швеции, и после этого с карточкой, так называемой, от миграционки проследовать в шведскую налоговую снова, предоставить туда дополнительные сведения, в том числе вот эту миграционную карточку. И после этого вы можете претендовать на Skatteverket ID. Это ID, выданный налоговой Швеции, что в принципе для банка является солидным документом. Это такая маленькая пластиковая карточка, которой вы можете удостоверять свою личность при получении посылок, при обращении в банк, при покупке там алкоголя и тому подобных вещей. В общем, получив все эти документы, вы можете направляться в банк. Итак, придя в банк, вы можете подать документы на несколько видов сервиса, которые предоставляют местные банки. Значит, эти сервисы, как правило, крутятся вокруг 3 вещей. Первое – это, собственно, сам счет, то есть вы можете открыть счет, получить к нему дебетовую карту, оформить там кредитную карту, если хотите, там, то есть какие-то базовые такие функции, чтобы было куда получать деньги от работодателя, скажем, или там переводы какие-то делать. То есть это самая база. Следующий этап – это получение Bank ID. Bank ID – это такой идентификатор, который подвязывается к вашему банковскому счету, что типа гарантирует то, что только вы будете им пользоваться. Устанавливается специальное мобильное приложение, которым вы подписываете все ваши попытки входа в личный онлайн-банк, в мобильном приложении банка, во всякие системы налоговой, школьных платформ всевозможных на сайтах муниципалитета и прочие вещи. То есть Bank ID – это ваш такой, подтвердите, что вы – это вы, скажем так, очень нужная вещь. Конечно, у него есть аналоги, Freya ID и прочие штуки, но Bank ID – это такая основа, которая должна быть, я считаю, у каждого, кто живет в Швеции. Кроме этого, еще один банковский сервис – это Swish. Swish – это а-ля система быстрых переводов по номеру телефона, который, опять же, привязан к вашему банковскому счету. Соответственно, вы не сможете получить Swish, если у вас нету Bank ID. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, это так. И таким образом получается такая цепочка. Сначала нужен банковский счет, потом нужен Bank ID, и потом вы можете сделать Swish. Почему вам нужен Swish для нормальной жизни? Потому что при покупке чего-либо на Facebook Marketplace, на Blockit, на других каких-то площадках, где люди продают свои БУ или там даже новые вещи, машины продают, там еще что-то, оплата в очень многих случаях происходит через Swish по номеру телефона. Мы покупали очень много раз что-то на вторичке здесь, будь то комбинезоны для детей, там, увлажнитель воздуха, еще что-то. И везде продавцы, как правило, пишут оплата по Swish. Забудьте в Швеции про наличку от слова совсем. Так вот, я открывал счет себе в банке SEB. Открывал я этот счет там, потому что мои консультанты в прошлом году от моей компании сказали мне, что в принципе это неплохой банк, и как раз у нас там есть для тебя забуканный appointment, поэтому давай-ка мы сходим и откроем в этом банке счет. Это, в принципе, там один из крупнейших банков Скандинавии, надежно, дорого, тебе понравится. Ну, в общем, пришли мы туда, открыли счет, выдали мне вот такую вот игрушку, Digipass от SEB, который позволял мне логиниться во все системы, пока у меня не было Bank ID. А Bank ID я не смог оформить даже как гражданин Евросоюза до тех пор, пока мне не выдали, собственно, миграционная служба ту самую ID-карту от миграционки. Ее я оформлял где-то месяц, и только спустя месяц я смог, собственно, получить себе Bank ID. Вот. До этих пор я пользовался вот этим Digipass.
Это самый такой из всех трех, наверное, самый примитивный прибор. Я не знаю, как давно они его задизайнили и выпустили, но, в общем, SEB — это такой динозавр среди всех вот этих трех банков, про которые мы сегодня поговорим. У меня счет здесь по тем причинам, по которым я уже озвучил. Ну, а дальше я расскажу, как моя супруга, будучи россиянкой, открыла счет этой осенью в другом банке. Первая попытка открытия счета для моей супруги после того, как она получила все необходимые документы от миграционки и от шведской налоговой, была в ИК-банке. ИК-банкинг — это такой местный а-ля Тинькофф онлайн-банк. Вы заполняете формочку на сайте банка, и вам по почте присылают сначала бумажку типа «подпиши, что ты действительно решил, что открыть у нас счет, мы возьмем с тебя столько-то в месяц за обслуживание дебетовой карты». Ты это подписываешь, и еще буквально через неделю они присылают тебе этот Диджипас, которым ты можешь логиниться в личный кабинет, делать покупки и прочие вещи, и карту дебетовую с пин-кодами и со всеми делами. То есть тебе не нужно для этого никуда идти абсолютно. Но с января 2022 года ужесточились обязательства банков по контролю за оборотом выдачи вот этих самых банк ID, которыми вы можете везде авторизовываться и производить транзакции, подписывать и логиниться. И ИК-банкинг сказал, как и некоторые другие банки: сори, мы не выдаем банк ID, даже если у вас открыт счет в нашем банке, не гражданам. То есть вы должны быть гражданином и иметь ID, выданный полицией. А ID, выданный полицией, это их три вида всего. Это водительское удостоверение, это ID шведский, гражданина Швеции, и паспорт Швеции. Соответственно, если у вас нет ни одного из этих трех документов, ничем не хотим вам помочь. При этом они даже сказали, что водительское удостоверение не является тоже таким документом, поэтому круг сужается, остается только ID гражданина Швеции, либо паспорт гражданина Швеции. Но, естественно, ни того, ни другого нет, поэтому ИК-банкинг, сори, ты уходишь как бы от нас, и остается у нас от тебя только вот этот Диджипас, которым дети прикольно играют, используют как маленький игрушечный мобильный телефон. Собственно, так же, как и вот этот SEB. Поразмыслив и погуглив, какие же банки все-таки дают Mobile и Bank ID, мы пришли в Светбанк. Светбанк — это тоже один из крупных банков европейских, в том числе очень развитая сеть Скандинавии. Там достаточно лояльные правила по открытию счета, все достаточно оказалось быстро. Мы пришли ногами в один из офисов на Гульмашплан. Там мы в живой очереди отстояли перед открытием буквально минут 10-15. Сказали, что мы хотим открыть счет, и показали, нам по почте приходили бумажки, что моя супруга может обналичить свои детские деньги, так называемые, которые в Швеции платят на каждого ребенка, там в районе 120 евро, наверное, в месяц на ребенка, на каждого, что-то примерно так. И в бумажном варианте присылали вот эти бумажки, а эти бумажки как раз выпускает Светбанк. И, соответственно, мы к ним пришли и сказали: ребята, вот вы выпускаете вот эти бумажки, и чтобы их обналичить, нам нужно идти в какой-то там магазин, например, в ту же ИККУ. Но если мы пойдем в магазин и попросим его обналичить эту бумажку, с нас возьмут комиссию 50 крон, 5 евро. Ну, как бы не очень. Поэтому, ребят, вот вы нам выдали эти бумажки, государство, спасибо, вы даете нам детские деньги, но нам бы желательно счет открыть под это дело, чтобы супруга могла получать эти детские деньги себе на счет. И я ожидал какого-то пушбэка, скажем так, какого-то сопротивления с их стороны, что, слушайте, у вас тут русский паспорт, и вообще это все не так просто в настоящее время, и еще там что-то, но нет. Они сказали: все, без проблем, посмотрели эти бумажки, вы получаете детские деньги, значит, вы уже достаточно долго находитесь на территории Швеции. А чтобы вы понимали, до получения детских денег мы ждали где-то, наверное, больше, чем полгода от местного соцстраха Фашакринскассан, пока не зарегистрируют все наши документы и перепроверят нас там по всем своим каналам. То есть банк увидел, что мы, в принципе, люди надежные, живущие уже достаточно давно в Швеции, и почему бы нам не открыть счет. Они назначили appointment физический, опять в том же офисе, на следующее же утро. Мы пришли, и нам без проблем открыли счет. Значит,
у них также выдали нам вот этот DigiPass. Они пошли еще дальше. Здесь они сделали камеру, вмонтировали в него. Вот она. И все авторизации проходят без вот этого постукивания по кнопочкам, вбивания длинных номеров для авторизации, для подписания. А везде выстреливают QR-коды, которые вы просто вот так чик отсканировали и нажали ОК, ввели там свой пин-код и прочее. То есть из всех диджипассов, в том числе вот этого онлайн-банка Икобанкин, диджипасс от Светбанка оказался самым таким продвинутым и прикольным. Так вот, открыла супруга счет, карточку нам выслали по адресу проживания с пин-кодами, со всеми делами. И ей в тот же день, в день открытия счета, так как у нее все документы были при себе, ей сделали банк ID, ей подключили тот самый Swish, и теперь она может везде логиниться и все, собственно, делать. Кстати, про СЕП забыл сказать. Мы тоже звонили в СЕП, думали, было бы прикольно открыть, может быть, было бы прикольно, непонятно, в одном и том же банке счета. И в СЕПе мне сказали, что очередь очень большая, записывайтесь, мы вас можем записать на ближайшую дату, там, спустя месяц плюс. И это будет только дата, когда вы принесете огромный такой бюллетень заполненный, как я заполнял, куда вы собираетесь переводить деньги, зачем, кому, когда, в каком количестве. Потом вас будут еще какое-то время проверять. Ну, в общем, да. Поэтому из всех этих банков с нами лучше всего сработал Светбанк. Может быть, у них сейчас такая политика, непонятно. Пытаются они, может быть, забрать как можно больше себе, создать как можно больше себе счетов для приезжих, таким образом расширить зону влияния, захватить рынок. Но посмотрим. Пока пользуемся, сервис устраивает, мобильное приложение тоже вроде ничего. Кстати, мобильное приложение у всех трех банков поддерживает два языка, шведский и английский, что, в принципе, тоже достаточно удобно. Вот. Ну, собственно, я надеюсь, что я сумел раскрыть какие-то аспекты банков, открытия счетов и использования вот этих вот диджипассов. Пишите в комментариях, понравилось ли вам видео, о чем еще хотели бы узнать о жизни в Швеции, и как вам вот эти штуки, какой больше всего понравился, в каком банке вы открывали счет, поделитесь опытом, очень интересно будет собрать как можно больше полезной информации для всех, и пока-пока!